Всем привет, меня зовут Мушинский Сергей, более известный как Циберанг на Slack ODS. Я расскажу, как наша команда заняла 4-е место в соревновании Carvana Image Masking Challenge. Для начала, краткое содержание. Для начала о команде, о том, как вообще получилось. Само соревнование было не очень интересным, и поэтому я как за ним получил некоторый приличный результат, в точности 99,5%, и решил, что дальше ради полупроцента бороться не стоит, и на 2 месяца на него забил. После этого за час до дедлайна я вспомнил, что надо зарабатывать как мастера и получить очередную медальку, и попросился в команду кому-нибудь, предложив помощь не головой, не мозгами, а просто железом. В общем, неожиданно для меня кто-то согласился, и как раз был Селим Сифербеков, у которого было много идей, но было недостаточно оборудования, и Николай, который тоже имел оборудование и какие-то идеи. Мы объединились в последние минуты и начали наше восхождение к вершинам. Вот здесь, кстати, видно, как Вен Хедс предсказывает, что Кайл пожалеет о том, что не объединился в команду. И это было правдой потом в итоге. Собственно, соревнование. Соревнование заключалось в том, что нужно было по размеченным картинкам машинок определить, где находится, собственно, машинка и где находится бэкграунд. И все. То есть задача довольно простая. Было дано 16 углов этих машинок, затем 316 машинок в трейне. Это итого 5000 изображений примерно разрешением Full HD, на 2 пикселя меньше почему-то по ширине. И 100 тысяч тестовых изображений, из которых, как потом выяснили после окончания соревнования, в реальности было размечено всего 5000, и в паблике было 1200. Метрика соревнования была DICE коэффициент. Это значит, что мы искали, коэффициент DICE. Длилось 2 месяца, почти 900 участников. И самое простое решение, практически любой UNet или что-то подобное, давало сразу 99,6%. И все улучшения, тонны железа, которые были потрачены на это дело, давали плюс еще 0,1%. В чем основные были проблемы с этим соревнованием? То есть какие были вызовы? Это довольно высокое разрешение, то есть эти картинки целиком подать было невозможно на вход никакой сети, потому что не хватало памяти даже с батчем 1. Естественно, оно было очень медленно на таком разрешении, или даже на кропах. Оно было медленно на обучении, и училось примерно одно изображение-3 изображения даже на 1080 Ti. И еще медленнее оно было на тесте, то есть 100 тысяч картинок, которые прогонялись через сеть примерно 10-15 часов на нескольких картах. И в командной работе были проблемы, связанные с тем, что нужно было каким-то образом распределять, кто будет что делать, и полностью загружать оборудование. Про решение. Стандартное UNet, который все знают, и который как молоток может забивать любые задачи. Соответственно, бейзлайн, который давал 99%, это чистый UNet, стандартный, прямо как из статьи, без каких-либо модификаций, разве что уменьшить количество фильтров в конволюциях, потому что иначе было тяжело учиться. Затем, когда мы объединились в команду, у Селима были идеи. Он, во-первых, решил попробовать более тяжелые энкодеры, такие как VGG, ResNet 50 и так далее, потому что они иначе тренировались очень медленно, а когда было 8 карточек, то это можно было за разумное время натренировать. Что мы дальше делали? Мы разбили тестовую выборку на 5 фолдов, стратифицировав по площади машинок в одном из углов. То есть когда машинка была под углом примерно 45 градусов, ее максимально было видно отличие между машинками. И, соответственно, мы разделились с такой мыслью, чтобы машины разного размера все примерно равномерно попадали в каждый фолд. Затем учили на кропах, что тут не написано. И из трюков это было Test Time Augmentation, когда мы прогоняли тест 2 раз на зеркальных изображениях. Еще одну вещь давал хороший прирост, давал псевдолейблинг,
когда мы прогнали предсказания на тесте, выбрали из них самые достаточно качественные, и после этого учили сети некоторое время на этих картинках. То есть это мы делали до того, как тренировать на основном трейне. То есть мы просто прогоняли претрейн на тестовых картинках, и затем дотренировали несколько эпох на тренировочном наборе. Вот. Ну и, соответственно, что дало основной прирост, это то, что мы усредняли все решения. По мере того, как у нас затренировались сети, мы добавляли очередную каждую сеть просто в ансамбль, просто обычным усреднением, и все. То есть у нас получалось 3 архитектуры сети. Это стандартный VGG с ResNet и, получается, Inception ResNet V2. Вот. И еще MobileNet, который как-то незамеченным прошел, потому что мало принес улучшения. И затем все это училось по 5 фолдов каждая, и делалось предсказание то есть на 2 картинках, на прямой и зеркальной. И все. И это ансамбль. Ну вот основная проблема, которая здесь была, это в том, что было много всяких разных мыслей, что можно еще придумать, но не хватало железа. Все проверить. Как я уже говорил, одной из основных проблем было то, что не хватало, не то чтобы не хватало, а нужно было обязательно утилизировать оборудование полностью, потому что мы объединились за неделю, и большое количество железа после окончания тренировки, у всех были разные часовые пояса, это была ночь, работа и так далее. Нужно было такой пайплайн создать, чтобы все могли знать, что им дальше следующее запускать, какую сеть тренировать и куда выкладывать результаты. Вот, поэтому у нас был репозиторий на GitHub, в котором был готовый к запуску код, была Trello-board, доска, в которой можно было отметить, что у тебя учится и что ты готов взять на обучение, и, соответственно, Google Drive, в котором мы делились результатами. Ну и, конечно же, в чатике мы общались по всем вопросам. Еще одна такая штука, которая помогла очень сильно, и, можно сказать, наверное, даже стала решающей, потому что вот это здесь изображена одна машинка, предсказание по ней несколькими нашими сетями. То есть это здесь, они не проименованы, но тем не менее. И здесь видно, что это, в принципе, какой-то минивэн, который был единственный вообще в тесте, и в трейне таких вообще не было ни одного, и поэтому сети не знали, что с ним делать, а еще он был белый, похож на фон, и поэтому они думали, что это пикап, и, в общем, заливали его фоном. Вот. На форуме был такой китайский, по-моему, участник, который как стал известен своим изображением, своей аватаркой, и он рассказывал все свои трюки, которые он там применял, и он выложил на форуме решение, что эта машинка есть, и если ее залить, то вроде бы скор не меняется, но тем не менее она очень большое количество пикселей дает, и прям сделал такой, если машинка такая-то, то залить ее получается по линиям верхние, это углубление в виде буквы U, его залить полностью. Мы сначала посмеялись, какая-то уже китайщина пошла, индосятина, заливать там почти вручную эти машинки. Вот. Но в итоге решили попробовать, улучшение это на лидерборде не дало, но мы решили оставить, потому что почему нет? Вдруг эта машинка попадется, и просто посчитали, что на 16 изображениях этого грузовика это несколько десятков тысяч пикселей, которые могут быть пропущены. И это оказалось, что дает прям в 4-м знаке прибавку на 2 там, десятитысячных. Вот. Это 2 десятитысячных. Там еще была проблема с тем, что лидерборд был очень обрезан. То есть там показывали вообще сначала 3 знака, потом стали показывать 4, но этого все равно было мало. Потом, когда лидерборд раздвинули и показали полные результаты, оказалось, что это не плюс 2, а там плюс 1,0 там с чем-то, с копейками. Но тем не менее, судя по всему, именно этот трюк, он многим командам на первых местах помог, потому что, если посмотреть на лидерборд, там был большой шейкап, и лягушка, он очень поднялся, примерно на 20 мест, и еще несколько команд, которые, судя по всему, это использовали. А все остальные, они упали. Некоторые веселые моменты. Перед окончанием соревнования уже было большое напряжение, все сидели в чате, и нужно было ждать несколько часов, и уже сабмиты не проходили. И здесь пошел такой технический анализ импровизированный, когда я рисовал случайные стрелочки, которые показывали, как дальше произойдет движение на лидерборде. В общем,
Вот здесь видно, что вот Артур Нойз попал как раз в призовые, но потом оказалось, что он все-таки упадет вниз, как говорила стрелочка. И видно, что вот мы пытались засабмитить наш последний сабмит в последние, наверное, минуты, и видно было, что перед нами 15 человек, то есть все пытались в последнюю минуту что-то урвать. Решение других участников. Ну, опять же. В принципе, нужно просто быть частью ОДС, и уже шанс 50% попасть в десятку. На 7-м месте было решение команды Deep Systems. В основном там, насколько я знаю, ну, в принципе, основную работу делал Ринат Баширов, который рассказывал в чате, что он применил такое решение. Он взял одним юнетом простым, нашел обрамляющие прямоугольники вокруг машинок. Это позволило ему сохранить большое количество вычислений, которые на фон не тратились. И вторым юнетом с какими-то небольшими модификациями, то есть с головой резнета и кропами, и все, в принципе. То есть он это обучал. Почему-то он сказал, что у него 2 суток занимал инференс на нескольких картах. Ну, мы не выяснили, почему, но вот такое решение позволило ему в последний момент, в последний день вырваться прямо на 7-е место. Затем самая замороченная команда — это как раз команда Артура с Евгением Нежебицким и вот Венхед с Валерией Бабушкин. И еще Роман, не помню, к сожалению, его фамилию. Вот. Они, как всегда, показали себя мастерами сумасшедшего какого-то ансамблинга, тоже делили на множество фолдов, применяли какие-то хирургически обрезанные архитектуры, линкнеты, резнеты, инсепшн, чего-то там и тому подобное. Вот. Но в последний момент даже всех напугали, нас, попав выше нас. Но тем не менее, немножко удачи не хватило, и парни на 6-е место попали. На 5-м месте наш любимый конкурент Кайл Ли из Малайзии, который всегда тоже строит очень сложные какие-то схемы, и который на форуме потом писал, что зря он не согласился на предложение команды с 1-го места на то, чтобы поучаствовать с ними, потому что не занял, получается, призовое место. Ну вот у него было... Он отличился тем, что он обучал модели еще на большем разрешении. То есть он, вот там вот видно, примерно 3-я снизу модель, видно, что он обучал на разрешении увеличенном. То есть ему было мало Full HD, и он увеличил это еще на 20% или на 10%, и на этом обучал. Вот, причем еще делал для каждой модели еще несколько фолдов и 6 аугментаций. Это вообще просто кошмар. И еще у него была очень клевая штука. Он использовал постпроцессинг традиционным компьютерным зрением, то есть он находил антенки, они на предсказаниях были в виде таких, однопиксельных точек, таких полосочек, потому что сеть такие тонкие элементы, она плохо находит, любая. И он это дело находил, то есть он находил контуры размером несколько пикселей, которые удалены от основного контура на какое-то небольшое расстояние, и после этого проходился там, грубо говоря, каким-то морфологическим преобразованием, то есть и проводил эту антенку, как она должна быть. Вот. И еще там удалял все мелкие контуры, которые за пределами машинки, и закрывал все отверстия, которые не находятся в колесах и тому подобное. То есть вообще просто какой-то серьезно заморочился на эту тему. И это позволило ему на лидерборде потом подняться до 5-го места, потому что, очевидно, этот трюк сработал в том числе и на грузовике. На 3-м месте тоже какой-то китаец, который, в принципе, заработал свое место очень простым юнетом. То есть он просто взял 2 юнета, модифицировал там, сделал Dilated Convolutions вместо обычных и добавил, там видно, что это типа, как резнетовские линки. Вот. И еще использовал псевдолейблинг. Вот. Ну и в принципе больше ничего. То есть простое решение, простой юнет, и он зашел отлично. Ну и на 1-м месте команда наших экстремальных тоже оверфитеров, которым повезло, и они были овер, чем фитинг. Это такая шутка там на лидерборде, потому что на 2-м месте был чувак по имени Best Fitting. В общем, и они что использовали? То есть сначала всех поразил Александр Буслаев, который просто с 1-го сабмита попал сразу на 2-е место, и все такие очень удивились, как это так, почему он там, как вообще получилось с 1-го сабмита. Он не раскрывал сначала, какую архитектуру он использовал. В итоге это оказался LinkNet плюс ResNet 34, притренированный на ImageNet.
Вот. Ну, дальше он потом рассказывал, какие финальные он твики пробовал. Там Адам или RMS Prop, улучшение контраста на картинках, негатив майнинг и, в общем, и аугментации по цветовым, ну, по цветам. И, в принципе, вот его решение уже давало как бы второе место на тот момент, когда он начал участвовать. И затем он объединился с Артемом Санакоевым, который использовал обычный юнет, только тренированный просто с нуля, либо с, ну, то есть претренированный на VGG 11. Я так понимаю, такой сети я не слышал, тут, наверное, отрезанные просто самые толстые слои. Ну и Вова с ними, который тоже тренировал обычный юнет. Что они применили такого еще интересного, чтобы добиться высокого места? Они использовали циклические изменения learning rate, то есть они сначала, допустим, учили на каком-то высоком learning rate, затем он приходил к плато, они его уменьшали, учили опять, затем приходил опять на плато, и когда уменьшение переставало помогать, то они опять начинали повышать, и таким образом выходили там из локального минимума и дотренировывались. Вот. Еще они использовали очень интересную стратегию псевдолейблинга, которую я здесь не буду рассказывать, потому что она там какая-то довольно замороченная и сложная, и они там в чате ссылаются на статью, можно ее почитать. Но краткая суть в том, что они использовали, они разметили, как всегда, трейн, ну, то есть тест, и из теста они брали не все картинки, а только те, в которых количество пикселей вдоль границы, в которых сеть не уверена, ну, то есть в общем, у которых уверенность сети находится где-то на среднем уровне, минимальная, вот что-то типа того. И потом добавляли это тоже в трейн. Вот. И какой-то у них был умный ансамблинг, про который они тоже детали не раскрывали. И что интересно, их решение отличалось от первого места на 1 миллионную. То есть даже лидерборд, когда до 6-го знака раздвинули, то их решение оно отличалось на 1 миллионную. И это, если посчитать в пикселях, то это примерно 2,5 пикселя на каждую картинку. То есть просто фантастическая точность. Ну, еще несколько интересных решений. 10-е место использовали удаление бэкграунда, что у нас в чате предлагали тоже ребята. Затем просто обычным юнетом проходились и чистили тоже антенки, до чего у нас ни у кого руки не дошли. На 11-м месте вот тоже интересное решение, чтобы уменьшить количество потребных ресурсов GPU, они предсказывали контур и затем проходились маленькими патчами вдоль всего контура с перекрытием. Но у них была какая-то ошибка в обработке, и после этого предсказания они не заливали центральную часть в некоторых машинках, и только поэтому заняли всего 11 место. Вот. Ну, в 15 место примерно что-то такое же делали. И на 23-м месте оказались вот тоже коллеги из Open Data Science, которые дошли до того, что они делали юнет 2-го уровня, то есть когда получены были маски из разных сетей, они эти маски подавали в еще один юнет, который должен был выучить, какие вроде как ошибки совершают те сети и предсказать ground true более качественно. Вот. Но, к сожалению, это им не помогло, видимо, из-за того, что они все-таки не использовали вот этот, в общем, не заливали как он называет, грузовик. Вот. Да, кстати, вот мне Николай говорит, что такой друг с юнетом, который доучивали уже на масках, мы тоже делали, но мы использовали его немножко по-другому, то есть мы кормили сеть не только маски в чистом виде, мы кормили маску и саму картинку, и вот таким образом пытались учить, то есть небольшой получался, совсем небольшой брали юнет, потому что ему не нужно было много всяких разных фичей изучать. И это давало небольшой прирост в качестве, да, то есть такая штука тоже бывает полезна. Вот мы хотели сделать тоже несколько масок, то есть все предсказания в юнет и потом его допилить. Но это что-то не взлетело, видимо. Мешает что-то. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Пару вопросов. Во-первых, какое у вас разрешение кропов было? И как предсказывали на тесте потом? Да, разрешение кропов у нас было в зависимости от сети, то есть максимально какое влезало в память видеокарточки, то есть 1080. Это было для вот UNET с ResNet 50, который на входе с энкодером. Это было разрешение 1024 на 1024. Для Inception ResNet V2 там были кропы поменьше, если я не ошибаюсь, 868 на 868. А на тесте потом как? На тесте на полном разрешении, это же full, как бы
То есть полносвязанных слоев уже нету, и, соответственно, можно подавать любое разрешение на вход, и оно выдаст семантическую карту нужного размера. И другой вопрос короткий. А сколько вы времени потратили? Ну, дней вот. Merger deadline был за 7 дней до окончания соревнований, и, соответственно, вот все, о чем я рассказываю, это было сделано за 7 дней. То есть 7 дней умножить на 8 карточек. Спасибо. А почему такой хороший был скор вообще на лидерборде бейзлайн? Потому что фон легко отделялся или какие-то причины еще были другие? Да, фон достаточно легко отделялся, то есть там видно в начале, вот, если посмотреть, сейчас, секундочку, вот здесь видно, что фон, он достаточно однотонный, и он почти на всех картинках был одинаковый, и 16 изображений, получается, одной и той же машинки с неподвижной камерой. То есть, в принципе, народ использовал решение, которое позволяло просто удалить фон, просто вычитая одинаковое, медиану, да, допустим. Вот. И, в принципе, вот та разница, это разница между тем, как сети научились на ошибки человека, который размечал эти маски, по большому счету. Ну и плюс мелкие элементы. Например, вот была очень большая проблема с тем, что вот видно здесь, что диски, они достаточно такие прозрачные, и сквозь них тоже виден бэкграунд. И на некоторых картинках в трейне, в тесте это было размечено, и сеть научалась это находить, то есть она видела прям отверстия все вот эти в колесах и рисовала их, соответственно, где нужно, как она считала. Вот. И это не всегда было, то есть и индусы 5000 картинок размечали по-разному. Ну а разметка насколько качественная была? То есть не были какие-то проблемы именно с качеством разметки? Были проблемы с качеством разметки, ну, то есть из 5000 картинок там на форуме где-то нашли 20 каких-то больших пятен или что-то типа того, но мы не заморачивались на эту тему, потому что, ну, все равно не исправишь, и в тесте неизвестно, как ошибались. А с лягушкой что в итоге случилось? Он поднялся в район 20-го, по-моему, места, и, то есть он поднялся на плюс 20 или 25 мест и стал в районе 20 или 15-го. Еще вопросы? А как на фолды били? Ну, то есть мы взяли все картинки, которые были в трейне. Соответственно, их там было, получается, 5000 картинок по 16 ракурсов в каждой машинке. Это получается 316 машин. И мы взяли вот такой примерно ракурс, посчитали площадь маски, которая занята машиной, и затем отсортировали их по убыванию, ну, по убыванию или по возрастанию, и затем просто брали из каждой, ну, то есть по 5, первый, второй, третий фолд, первый, второй, третий фолд. Ну, и, соответственно, это что позволяло сделать? Это позволяло сделать, чтобы в каждом фолде были машинки разного размера, ну, соответственно, разного класса, там, седаны и какие-то мелкие, смарты и тому подобное. Спасибо. Все? Ну, еще раз благодарим докладчика.